Всем привет! Мы сегодня с вами свяжем вот такой вот берет. Этот берет вяжется не снизу вверх, а справа налево мы вяжем, скажем так. И вяжется он поворотными рядами и платочной вязкой. То есть все ряды у нас вяжутся лицевыми петлями. Я вам желаю приятного просмотра. Я вам сначала на листочке покажу, как я вязала эту шапку. Для шапки я набрала 37 петель в общем. Высоту шапки можно отрегулировать количеством петель, то есть высоту можно измерить от уха с одной стороны нижнего края до уха другой стороны нижний край. Половину этой мерки, это у нас высота шапки, то есть если вам петель не хватит, можно набрать больше или меньше петель для этой шапки. Я отмечаю с одной стороны, я начинаю со стороны резинки вязать, допустим, с этой стороны у меня резинка получается, и с другой стороны у меня макушка шапки. Я начинаю со стороны резинки вязания и вяжу первый ряд до макушки. Вот с этой стороны у меня макушка. И я не довязываю до конца ряда 3 петли. То есть здесь не довязанные у меня получается 3 петли. Вот я их отмечу. То есть вот я довязываю его до этой точки. Разворачиваю вязание и вяжу до резинки полностью весь ряд. Разворачиваю вязание и вяжу в сторону макушки, не довязывая еще 3 петли. И так продолжаем до резинки, потом вяжем обратно ряд до макушки, не довязываем 3 петли. И пока у нас с этой стороны не получится со стороны макушки 4 поворота. По 3 петли я оставляю. То есть 4 раза мы сделали поворот. И теперь мы вяжем до стороны резинки. И точно так же я не довязываю 3 петли со стороны резинки. И так продолжаем вязать дальше. Вяжем до макушки 3 петли не довязываем. До резинки 3 петли не довязываем. До макушки 3 не довязываем. И так продолжаем вязание дальше. И так продолжаем, пока у нас посередине вязания не останется примерно 3-4, могут и 5 петель остаться. Когда мы связали последний разворот со стороны резинки, мы вяжем ряд полностью до макушки. Разворачиваем вязание и вяжем последний ряд от макушки полностью до самого начала, до резинки. У нас получается вот такой вот клин. И после этого мы повторяем все, то есть также не довязываем, вывязываем второй клин и также не довязываем 3 петли со стороны макушки и так далее. То есть полностью повторяем. Сейчас я еще нарисую, как выглядит этот клин. Вот таким вот образом. Здесь у нас получается резинка, у нас шире. И вот здесь макушка, она получается узкая. Пряжа у меня на эту шапку, что примерно 80 грамм. Длина пряжи 50 грамм, 85 метров. И спицы номер 4 или 5 можно взять. Я уже шапку практически связала. И теперь мы с вами вместе свяжем вот один такой раппорт. То есть я начинаю вязание и вяжу лицевые петли. После того, как вы набрали свои петли, количество петель, первый ряд вяжете лицевые петли. Полностью весь ряд вяжем лицевыми. И теперь вот я в конце ряда 3 петли я не довязываю, оставляю на левой спице, разворачиваю вязание.
Теперь мы делаем поворотные ряды. Для того, чтобы у нас здесь не оставались дырочки, я делаю накид. Таким вот образом накидываю нить на спицу. И теперь первую петлю провязываю лицевой. И вяжу следующие петли до конца ряда, полностью все лицевые. Лицевыми петлями провязываем. И так вяжем. Здесь вот у нас остается расстояние. Мы видим, где мы развернули вязание. В конце ряда я довязываю полностью весь ряд. Кромочную провязываю тоже лицевой. Ее также можно провязывать и изнаночные, как вы привыкли. Теперь разворачиваем вязание. И первую петлю я снимаю кромочную. Я ее снимаю так, что я нить ложу перед работой и потом снимаю, так как я последнюю всегда лицевой провязываю. Если вы провязываете изнаночной, то нить остается за работой. И теперь вяжу все петли лицевыми опять. Вяжу до конца ряда. В конце ряда мы теперь вот видим, где мы провязывали первые 3 петли. Это вот у нас верх шапки. Первые 3. И теперь мы оставляем, с этой стороны у нас будет резинка. Мы оставляем с накидом. Первый у нас накид. С накидом, в общем, с накидом оставляем мы 4 петли. То есть 3 петли и накид мы не довязываем. Теперь я разворачиваю опять вязание. И так же, как мы уже делали, делаю накид. И первую петлю провязываю лицевой. Вот таким образом накид. И вяжу одну лицевую. И все остальные петли также довязываем. Провязываем лицевыми. И вяжу до конца ряда. Вот здесь мы 2 раза убавили. Теперь довязываем до конца ряда. Поворачиваем вязание. Вот теперь я в конце ряда поворачиваю и вяжу опять до макушки, не довязывая 4 петли. Вот один раз мы сделали разворот, второй раз разворот. И теперь вот у нас здесь будет 3-й разворот. Вот я довязала. Вот здесь 3-й разворот, это 4 петли вместе с накидом. И опять я поворачиваю вязание. И таким же образом опять провязываю поворотный ряд, накидываю накид и первую петлю провязываю лицевой, и все остальные вяжу до конца ряда полностью лицевыми. Вяжу до конца, опять разворачиваюсь и вяжу опять до макушки. Вот я провязала. Теперь раз, два, три, вот 4-й у нас поворот здесь с этой стороны, со стороны макушки. Я также делаю разворотный ряд, накид, провязываю петли лицевыми. У нас 4-й разворот получается, и дальше я вяжу до резинки, не довязывая, с этой стороны у нас резинка, не довязывая 3 петли до конца. То есть мы теперь то же самое будем делать и с этой стороны, не довязывая 3 петли, мы развернем. Вот я провязала до стороны ряда, вот здесь у нас резинка, до конца ряда я имею в виду. И теперь 3 петли у нас остались, я разворачиваю. Резинку можно сделать и шире, можно, например, оставить 6 петель, тоже можно сделать. И также делаю разворотный ряд с накидом и вяжу дальше. Оставляю в конце ряда опять же 4 петли вместе с накидом. То есть вяжу
Вот здесь, пока у нас не останется 4 петли. Вот еще пару петель, 2 петли я провязываю лицевыми. Вот у нас остается здесь 4 петли, я опять же разворачиваю, делаю накид. Раз, два, три, четыре. Это у нас пятый поворотный ряд. И здесь у нас мы первый сделали. И опять все то же самое. Провязываю лицевые петли. И в конце ряда опять же оставляю 4 петли вместе с накидом. Вот здесь смотрим, где у нас накид. Еще провязываю пару петель. У нас 4 петли. 3 петли после накида, с накидом 4. Поворачиваю вязание и опять все то же самое. Делаю накид, провязываю первую петлю лицевой, провязываю остальные петли. Смотрю, где наш накид. Вот здесь накид. Провязываю еще лицевые. Еще 3 лицевых. Вот 4 петелька оставляю, опять разворачиваю ряд и повторяем все то же самое. Накид и лицевые петли. Вяжем опять до конца ряда, оставляем 4 петли. Я думаю, что принцип уже понятен, как это вяжется. Вот 4 петли оставляем. Это у нас третий поворотный ряд получается с этой стороны. И опять делаем накид. И первую петлю провязываю лицевой и вяжу до... С этой стороны опять же оставляю 4 петли вместе с накидом. Поворачиваю вязание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это у нас 7 раз мы сделали поворотные ряды, а с этой стороны раз, два, три. Еще раз я поворачиваю. Также провязываю накид, первую петлю лицевой. И вяжу вот здесь, пока не останутся у нас оставшиеся петли. У меня вот у меня 4 петли разворотные. Вот здесь у нас осталось вместе с накидом 4 петли. Еще раз, вот у меня с этой стороны раз, два, три, 4 раза я развернула со стороны резинки. С этой стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот этот у нас средний кусочек остался, где мы уже не можем разворачивать, не можем ничего укорачивать. Теперь я еще раз разворачиваю вязание. У нас с этой стороны резинка, с этой стороны у нас макушка. И теперь я вяжу полностью все петли до макушки. Провязываю полностью весь ряд. То есть здесь я еще раз делаю как разворотный ряд с накидом. И вяжу все остальные петли лицевыми. Теперь у нас здесь накиды, которые мы будем провязывать. Эту петлю перед накидом я ее провязываю лицевой. И теперь накид и следующую петлю я провязываю вместе лицевой. Вот с задней стороны вот так завожу спицу, и таким образом я провязываю лицевой. Опять провязываю 2 лицевые. У меня теперь вот здесь накид получается. И накид и петля
До этого провязываю вместе лицевой. 2 лицевые, накид и следующую петлю провязываю вместе лицевой, вот таким образом. Опять 2 лицевые, накид и следующую петлю провязываю вместе лицевой. И так далее. Получается всегда 2 лицевые, накид и следующая петля вместе. 2 лицевые, накид и следующая петля провязываются вместе. И так провязываем до конца. 2 лицевые, накид и следующая петля провязываем вместе. В конце я провязываю лицевая и кромочную тоже провязываю лицевой. Теперь я разворачиваю. И теперь мы вяжем этот ряд полностью до конца, до резинки. Это получается у нас последний ряд. И опять кромочную я снимаю и вяжу все петли лицевыми. И у нас с левой стороны там тоже будут накиды, нам их необходимо будет также провязать, как мы и до этого ряд провязали. То есть провязываю до накида, вот здесь мы видим, где первый накид. Вот у нас первый накид, петлю до этого я провязываю лицевой. И точно так же накид и следующую петлю мы провязываем лицевой. 2 лицевые, накид и следующую петлю провязываем лицевой. 2 лицевые, накид и следующую петлю провязываем лицевой. И так вяжем до конца ряда. Опять 2 лицевые и накид в следующую петлю лицевой. И в конце ряда лицевая и кромочная также провязывается лицевой. Итак, мы с вами полностью один клин связали. И теперь мы повторяем, вяжем точно так же следующие. Сколько нужно именно связать, это можно подогнать под свою голову, то есть эту шапку можно хорошо померить и посмотреть, сколько в общем необходима вам ширина, какой вы ее вообще хотите связать. Я в этом случае провязала, я сейчас пока 14 провязала, провяжу еще 15 клин и посмотрю, как будет шапка выглядеть. И теперь необходимо сшить задний шов. Можете как иголкой зашить, также можно и крючком, соединительными петлями. Я завожу крючок вот за эти 2 дужки с одной стороны. И с другой стороны я завожу крючок вот здесь. Не с внутренней, не вот эти, а вот эти вот снаружи я беру вот эти вот дужки. Вот сюда я в одну дужку завожу крючок. То есть с этой стороны я беру 2, а с той стороны я завожу в одну. Здесь пока что не видно, где она. Так, соединительной петлей сейчас мы будем соединять. То есть здесь в 2, а здесь я в заднюю. Вот эту вот дужку я завожу крючок. Вот такими соединительными петлями я соединяю. Здесь 2, здесь одну беру, которая вот снаружи. Слишком сильно не затягивайте, чтобы не стянулась. Ну, таким образом я зашиваю свою шапку.
Ну вот, в общем-то, и все. Мы с вами закончили вязать эту шапку. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. И до следующей встречи.